3 апреля 2007 года на новой линии под Парижем стояла тишина, которую нарушал только ветер. Через несколько минут по этому пути прошел поезд, разогнавшийся до 574 км в час. Это быстрее, чем взлетает пассажирский лайнер, быстрее, чем летали истребители времен Второй мировой войны. Состав шел по обычным стальным рельсам. Никакой магнитной подушки, вакуумных труб, никакой фантастики. Просто поезд, который поставил рекорд, не побитый до сих пор. А теперь загляните в свой билет на любой скоростной поезд планеты. В самом лучшем случае 350 км в час. Почти 20 лет прошло, а разрыв в 220 км в час никуда не делся. И вот что важно понять сразу. Дело не в деньгах, не в осторожности перевозчиков и не в том, что инженеры чего-то не придумали. На пути у скорости стоят 8 совершенно разных препятствий. И почти все они удивят вас. Одна из них сделана из воздуха, другая — из провода, который физически не успевает за поездом. Третья вообще не имеет отношения к технике, и именно она держит скорость крепче всех остальных. Сегодня мы разберем каждую по очереди, и в конце вы узнаете, почему рекордный поезд проехал свои 574 км в час ровно один раз и больше никогда не повторил этот заезд. Рельсы под тем составом и правда были самые обычные, а вот все остальное готовили 3 месяца подряд. Обычный французский экспресс — это 2 моторных вагона и 8 пассажирских. У рекордного состава пассажирских оставили всего 3, а весил он 265 тонн. Лишнее убрали намеренно. Каждая тонна на такой скорости работает против разгона. Дальше колеса. У серийной машины их диаметр 920 мм, а сюда поставили 1092. Логика простая. Чем больше колесо, тем длиннее путь за один оборот. Без этого двигатели пришлось бы раскручивать до оборотов, которых они бы просто не выдержали. Потом взялись за электричество. В контактном проводе над французскими линиями обычно 25 тысяч вольт. Но для заезда напряжение подняли до 31 тысячи. Сам провод заменили на более толстый и натянули сильнее нормы. Мощность состава довели примерно до 19 тысяч киловатт, вдвое больше обычного, при том, что вагонов стало меньше. И, наконец, место. Взяли участок линии, еще закрытый для пассажиров. Она открылась только в июне того же года. Точку рекорда подбирали заранее и нашли отрезок с легким уклоном вниз, возле деревни Ле-Шемен. Испытания шли с середины января до середины апреля, заезд за заездом, с постепенным повышением скорости. Пассажиров на борту не было ни одного. В кабине сидели инженеры, для которых этот заезд был работой, а не рейсом. Вот и вся правда о рекорде. Его поставил не поезд, а специально собранный аппарат, проехавший один подготовленный участок ровно один раз. Повторить такое завтра утром с людьми в креслах и по расписанию невозможно. А первое препятствие, которое этому мешает, вы встречали лично. Каждый раз, когда высовывали руку в окно едущей машины. Высуньте руку в окно машины на трассе и почувствуйте, как воздух давит на ладонь. На 100 км в час это ощутимо, но терпимо. А теперь вопрос. Если разогнаться вдвое, давление станет вдвое сильнее? Нет, оно вырастет вчетверо. Воздух сопротивляется не пропорционально скорости, а куда злее. Из-за этого начинается настоящая проблема. Сопротивление растет как квадрат скорости, а вот мощность, чтобы его продавить, как куб. Разберем на цифрах. Чтобы ехать вдвое быстрее, поезду нужно примерно в 8 раз больше мощности. То есть удвоить скорость стоит не вдвое дороже по энергии, а в разы. Именно поэтому французскому рекордному составу и подняли мощность до 19 тысяч киловатт. Иначе он бы просто уперся в воздух. На 300 с лишним километрах в час картина становится почти абсурдной. Основная часть всей энергии поезда уходит уже не на то, чтобы катиться, а на то, чтобы расталкивать воздух перед собой. Двигатели работают в основном против невидимой стены, а не против трения колес о рельсы.
Инженеры борются с этим так же, как борется природа с сопротивлением воды. Отсюда вытянутые носы современных поездов длиной по 15 метров. Отсюда гладкие борта без выступов и обшивка снизу, закрывающая тележки с колесами. У нового китайского поезда CR450 таким способом снизили сопротивление воздуха примерно на 22%, и это считается огромным достижением. Но воздух можно обмануть формой лишь до определенного предела. Полностью убрать его нельзя, а значит, эта стена всегда будет стоять на пути. И все же воздух — препятствие честное и понятное. Следующая стена куда коварнее, потому что прячется прямо над крышей поезда, в тонком медном проводе, за который мало кто вообще обращает внимание. Над каждым электрическим поездом висит тонкий провод. По нему идет ток, а поезд снимает его специальной рамкой на крыше. Она прижимается к проводу снизу и скользит по нему на ходу. Рамку эту называют токоприемником. Выглядит все просто, но именно здесь прячется одна из главных стен на пути скорости. Дело в том, что провод натянут как струна, а любая натянутая струна, если ее толкнуть, отвечает волной. Токоприемник, прижимаясь к проводу снизу, делает ровно то же самое. Он приподнимает провод, и по проводу бежит волна. У этой волны есть своя скорость, и для обычного контактного провода это примерно 400-500 км в час. А теперь представьте, что поезд разгоняется и начинает догонять собственную волну. Провод впереди еще не успел вернуться на место, а рамка уже там. Контакт становится рваным. Между проводом и рамкой проскакивают электрические искры. Провод сильно изнашивается и может просто пережечься. Поэтому в железнодорожной науке есть жесткое правило. Поезд не должен ехать быстрее 70% от скорости волны в проводе. Вот откуда берется потолок в 300-350 км в час у большинства линий мира. Логичный вопрос. А нельзя ли натянуть провод сильнее, чтобы волна бежала быстрее? Отчасти можно. Именно так и делали на рекордном заезде во Франции. Но у металла есть предел прочности. Перетянешь — провод лопнет. Особенно на жаре, когда он и так расширяется. Поэтому натяжение всегда держат с запасом. Инженеры сегодня ищут новые материалы и схемы подвески проводов для 400 км в час. Но и это движение упирается в физику. Струну нельзя натянуть бесконечно. С воздухом и проводом все ясно. Но следующая стена вообще не связана с движением поезда. Она появляется, когда поезд уже уехал, а на путях наступает ночь. В Японии каждую ночь с полуночи до 6 утра по линиям Синкансена не идет ни один поезд. Ни в одну сторону, ни в другую. Не потому что нет желающих ехать, а потому что в эти 6 часов дорогу чинят. Так устроено с самого начала и работает десятилетиями. Причина проста. На 350 км в час путь должен держать форму с точностью до миллиметров. Крошечная неровность, которую вы бы не почувствовали даже рукой, на такой скорости превращается в удар. По колесу, по рельсу, по всему вагону. А каждый прошедший состав понемногу сбивает эту идеальную геометрию. Поэтому ночь отдают ремонту. Рельсы шлифуют, крепления подтягивают, провод над путями осматривают метр за метром. Получается, что скоростная дорога работает не круглые сутки, а примерно 18 часов. И эти 6 часов простоя заложены в расписание заранее. Была у японцев для этого и особая машина — ярко-желтый поезд без пассажиров, который прозвали «желтым доктором». На полном ходу он замерял, ровно ли лежит путь и в порядке ли контактный провод. Расписание его специально не публиковали, и появлялся он примерно раз в 10 дней. Из-за этой редкости родилась примета. Увидел желтого доктора — жди удачи. В январе 2025 года компания JR Central вывела свой такой поезд из работы, а последний, у компании JR West, уходит в январе 2027. На смену им приходит хитрое решение.
Измерительную аппаратуру встроили прямо в обычные пассажирские поезда Н-700С. Теперь дорогу проверяют во время обычного рейса с людьми в креслах, и отдельный желтый поезд больше не нужен. Но сам закон никуда не делся. Чем быстрее ходят составы, тем больше часов в сутки линия обязана стоять на ремонте. За скорость, выходит, платят не только электричеством. За нее платят еще и временем, когда дорога закрыта и не возит никого. А следующая стена встречает поезд в самом узком месте маршрута, на входе в тоннель. Когда поезд на полном ходу влетает в тоннель, он ведет себя как поршень в шприце. Впереди состава мало места, воздуху деваться некуда, и поезд гонит перед собой уплотненную воздушную волну. Эта волна проносится через весь тоннель и вырывается с другого конца, иногда с таким грохотом, что в Японии от него дрожали окна в домах за сотни метров от выхода. Явление даже прозвали «тоннельным громом». Решение этой проблемы стало едва ли не самой красивой историей во всей железнодорожной инженерии. В компании JR West работал инженер Эйди Накацу, страстный любитель птиц. Он обратил внимание на зимородка, птицу, которая ныряет за рыбой почти без брызг, потому что у нее длинный острый клюв, плавно рассекающий воду. Накацу предложил сделать нос поезда 500-й серии по тому же принципу — вытянутым и заостренным, как клюв зимородка. Волна давления сразу стала мягче, а грохот на выходе заметно тише. Есть и вторая сторона той же проблемы, которую пассажир чувствует на себе. При въезде в тоннель давление воздуха резко скачет, и у людей закладывает уши, точно так же, как в самолете при снижении. Чтобы этого избежать, современные скоростные вагоны делают полностью герметичными, как салон самолета. Двери и окна плотно запечатаны, и перепад давления снаружи почти не доходит до пассажиров. Но у тоннеля есть предел, который формой носа не обойти. Чем быстрее поезд, тем толще воздушная стена перед ним и тем сильнее удар на входе. Поэтому тоннели под скоростные линии приходится делать шире обычных, а это сразу означает больше бетона, больше работы и больше денег на каждый километр. Скорость снова упирается не в мотор, а в бетонное кольцо вокруг поезда. С воздухом, проводом и тоннелем мы разобрались. Но есть стена, о которую разбивается любая скорость сразу, как только поезду нужно просто остановиться. Обычная машина на трассе останавливается за несколько десятков метров. Скоростному поезду на 400 км в час нужно для этого около 6,5 километров. Это не оговорка. Даже при экстренном торможении такой состав проезжает около 6 километров и только потом замирает. Из этого следует неожиданная вещь. Машинист скоростного поезда физически не может ехать по светофорам, как водитель по дороге. Пока он разглядит сигнал у путей и среагирует, поезд уже проскочит его на добрые несколько километров вперед. Поэтому на скоростных линиях вдоль путей просто нет привычных светофоров. В них нет смысла. Вся информация о разрешенной скорости и свободном пути выводится прямо на экран в кабине, и поезд получает ее заранее, задолго до опасного места. Но самое интересное, что длинный тормозной путь бьет по всей дороге сразу. Раз поезд тормозит 6 километров, значит, следующий состав нельзя пускать вплотную за ним. Между ними нужен большой безопасный промежуток. А чем крупнее промежуток между поездами, тем меньше их проходит по линии за час. Получается парадокс. Чем быстрее едут поезда, тем реже они могут идти друг за другом. И вот тут кроется неприятный для инженеров вывод. Скорость и пропускная способность тянут в разные стороны. Можно разогнать поезда до предела, но тогда по линии пройдет меньше составов, и в сумме дорога перевезет меньше людей. А железную дорогу строят не ради рекордов на спидометре, а ради того, чтобы возить как можно больше пассажиров. Поэтому перевозчику часто выгоднее чуть сбавить максимальную скорость, но пустить больше поездов. Мы разобрали воздух, провод, ремонт, тоннель и тормоза. Осталась стена, которая держится на том, за что поезд вообще цепляется за путь,
на 2 стальных колесах. У автомобиля есть руль, и водитель сам направляет машину в поворот. У поезда руля нет. Как же он держится в колее и не сходит с рельсов на повороте? Ответ прячется в форме колес, и он куда хитрее, чем кажется. Колеса поезда не плоские, а чуть скошенные, как 2 поставленных рядом конуса. Оба колеса намертво сидят на одной оси и всегда крутятся вместе. Когда состав чуть смещается вбок, одно колесо катится по более широкой части конуса, а второе — по узкой, и пара сама возвращается в центр пути. Именно эта простая геометрия удерживает поезд в колее без всякого руля. Но с ростом скорости у нее появляется опасный побочный эффект. На высокой скорости колесная пара перестает спокойно держаться в центре и начинает рыскать из стороны в сторону, слегка ударяясь то об один рельс, то о другой. Инженеры называют это вилянием. Чем быстрее поезд, тем сильнее эта тряска, а значит, тем крепче и точнее должны быть и колеса, и путь. Плюс появляется еще одна беда — щебень под рельсами. На большой скорости поток воздуха срывает мелкие камни с насыпи, и они бьют по днищу вагонов. Поэтому под скоростными линиями все чаще кладут сплошное бетонное основание вместо привычной щебенки. И, наконец, повороты. Чтобы пройти изгиб пути на 350 км в час, поезду нужен очень плавный поворот радиусом в 7-10 км. Резких кривых на такой скорости он просто не выдержит. Пассажиров вжало бы в стенку. Поэтому скоростную линию приходится вести почти по линейке, обходя города, реки и горы длинными эстакадами и тоннелями. А это опять деньги. И очень большие. Мы прошли уже серь стен подряд. И вот тут пора признать. Почти все их можно пробить, если очень захотеть. Кроме одной последней. И она сделана не из воздуха и не из стали, а из цифр в счете за строительство. Все 7 стен, о которых мы говорили, объединяет одна общая черта. Каждую из них можно пробить, если не жалеть денег. Натянуть провод крепче, вырыть тоннели пошире, положить сплошной бетон, поставить более мощные двигатели. Физика отступает перед деньгами. Но именно деньги и оказываются той стеной, о которую все в итоге разбивается. Посмотрите на поезда на магнитной подушке. Они вообще не касаются рельсов. У них нет ни трения колес, ни виляния, ни изнашивающегося провода. Такой поезд в Шанхае разгоняется до 430 км в час. Но линия под него длиной всего около 30 км. По сути, дорога от аэропорта до окраины города. Построить такую на 1000 километров пока просто нерентабельно, потому что каждый километр стоит целое состояние. Еще нагляднее история японского Маглева, линии Тио-Синкансен, на 505 км в час. Ее планировали открыть еще в 2027 году, но 86% маршрута идет в тоннелях, а сами тоннели оказались куда сложнее, чем ждали инженеры. Сроки сдвинули на середину 30-х годов, а смета выросла примерно с 5,5 до 11 триллионов иен. Это десятки миллиардов долларов ради того, чтобы выиграть у обычного поезда всего около часа пути. Была и совсем смелая идея — Hyperloop — капсула в трубе почти без воздуха, обещавшая 1000 км в час. Они шумели годами, вкладывали большие деньги, строили испытательные участки. Но одна из самых известных компаний, развивавших эту идею, закрылась в конце 2023 года, так и не построив ни одной реальной линии для пассажиров. Вот и получается главный вывод. Последняя стена — это простой вопрос. Сколько человек готов заплатить за билет, чтобы сэкономить полчаса? И почти всегда ответ звучит так, что строить еще быстрее оказывается невыгодно. Но это не значит, что стена стоит на месте, и в финале вы увидите, как она понемногу отступает. После всех этих препятствий легко решить, что 350 км в час — это навсегда. Но это не так.
Прямо сейчас в Китае готовят к работе поезд, который сдвигает потолок вверх. И делает это, честно пробивая каждую из стен по очереди. Речь о поезде CR-450. На испытаниях он уже разгонялся до 453 км в час, а в обычные рейсы с пассажирами его готовят на 400. Вспомните, о чем мы говорили раньше, и увидите знакомые решения. Нос вытянули до 15 метров, а сопротивление воздуха снизили примерно на 22%. Сам состав облегчили почти на 50 тонн. Это как убрать из поезда целый вагон. И, что важнее всего, тормозной путь с 400 км в час удержали в тех же 6,5 километрах. Но обратите внимание на цифры. Рекорд поставили в 2007 году — 575 км в час. А в реальную работу скорость поднимают всего с 350 до 400. За почти 2 десятилетия потолок вырос примерно на 50 км в час. Стена движется, но очень медленно, потому что толкать ее приходится сразу против всех 8 препятствий. Потолок скорости — это не одна цифра на спидометре, а баланс между физикой, безопасностью и ценой билета. Рекордный поезд проехал свои 575 один раз. Именно потому, что ради одного заезда можно забыть и про деньги, и про расписание. А ради ежедневной дороги для миллионов людей уже нельзя. А теперь мне очень интересно ваше мнение. Как думаете, увидим ли мы в обычных рейсах поезда быстрее 400 км в час? И хотели бы вы сами прокатиться на таком? Обязательно напишите свой ответ в комментариях, я читаю каждый. Если видео было интересным, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и близкими и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи в следующем видео.